Привет, уважаемым алгебраистам! Вот предлагается решить указанное уравнение в натуральных числах, то есть x и y– это натуральные числа, принадлежат множеству n. Ну, это какие натуральные? Это 1, 2, 3 и так далее. Мы их хорошо знаем. Вот как решат такие уравнения? Ну, можно как-то перебирать y. Например, y, понятное дело, не больше 16, правильно? Тогда можно взять вместо y единичку, двоечку, троечку, получить 16 квадратных уравнений, решать их, находя натуральные x. Ну, таким образом можно прийти к результату, однако решение будет трудоемким. Еще один метод выразить одну переменную через другую. Ну, здесь можно y выразить через x, и там тоже можно получить решение. Мы рассмотрим разложение на множители. Метод 1. Разложение на множители. Надо разложить левую часть на два множителя, содержащие эти переменные, а в правой должно стоять число. При этом уравнение придется преобразовывать. А это уже такая алгебраическая работа. Посмотрите, если сгруппировать второе и третье, можно y вынести за скобки. Получим 2х плюс 1, и y вынесли за скобки, равно 16. Все. Но теперь нужно еще где-то возле х квадрат создать 2х плюс 1. Каким это образом? Вот мы умножим все на 2. Сейчас станет ясно, зачем. Обе части уравнения умножаем на 2. От этого ничего не изменится. Все, умножили. А теперь посмотрите, если к 2х квадрат прибавить х, сгруппировать, вынести х, получим 2х плюс 1. Ну, при этом нужно, конечно, сразу вычесть х, чтобы ничего у нас не изменилось, иначе получим уравнение неравносильное нашему. Умножить на y равно 32. Вот, группируем, выносим х. Получается 2х плюс 1 минус х мы перенесем туда, в конец левой части, тут 2 на 2х плюс 1. И минус х равно 32. Ну вот уже можно вынести 2х плюс 1, правильно? За скобки. О, y потерял. Кто видит где? О, чуть не потерял y. Вот, y и минус х. Верно? Верно. Ну, давайте вынесу. Аккуратно буду действовать, чтобы чего где не потерять. У нас получится х плюс 2 и вот то y, которое я потерял. Минус х равно 32. Ну и теперь около х нужно сделать, создать преобразованиями 2х плюс 1. Как это сделать? Нам придется еще раз умножить на 2. 2х плюс 1 на х плюс 2y минус 2х, а тут напишу вот так, равно 64 с паузой. Как сделать еще 2х плюс 1? Становится понятно, что нужно вычесть единичку от обеих частей уравнения, верно? Верно. Тогда сгруппировав, и после вынесения минуса мы получим то, что нужно. Я получаю 2 на 2х плюс 1 на х плюс 2y, минус выношу, 2х плюс 1 получается равно 63. Ну вот оно разложение. Давайте я запишу зеленым, уже там, сверху. У нас получится, стараюсь крупно писать, чтобы на смартфоне было видно. 2х плюс единица выношу. Остается 2 умножить на х плюс 2y. Буду подробно писать. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 умножить на х плюс 2y. Так, так, и что еще? Минус единица, да? Равно 63. Есть, все нормально. Ну вот мы и разложили, как и хотели. 2х плюс 1 умножить на 2х плюс 4y минус единица равно 63. Как поступают дальше? Дальше говорят, что 63 можно разложить ограниченным числом способов на два множителя. 1 на 63, 3 на 21 и 7 умноженное на 9. Других вариантов нет. Ну а теперь нужно составлять системы, приравнивая каждый из множителей слева к какому-то числу. Первый первому, второй второму числу пары. Я вот здесь уберу, чтобы писать крупно, чтобы было видно, поэтому придется потерпеть. Вот. И скажу сразу, что множители можно, конечно, и записывать было и отрицательные. Минус 1 и минус 63. Ну, ясно,
очень быстро, поскольку x и y натуральные, нам это не подойдет. Итак, вот что у меня получилось. Вот первый множитель 2х плюс 1 я приравняю единичке. Возьму желтый цвет и скажу, вот первая система у нас получается. 2х плюс 1 равно единице, тогда 2х плюс 4y минус 1 равно 63. Вторая система. Сразу напишу 2х плюс единица может быть равно 3, 2х плюс 4y минус единица равно 21. И, наконец, третья система. 2х плюс 1 равно 7, и 2х плюс 4y минус единица равно 9. Вот решив эти три системы, мы получим какие-то пары натуральных чисел. Но кто-то спросит, ведь возможно еще такая система 2х плюс 1 равно 63, а 2х плюс 4y минус единица равно единице. Но можно заметить, что у нас первый множитель для натуральных чисел всегда будет меньше второго. Я сейчас быстренько это покажу вот здесь. И скажу, что 2х плюс 1 всегда будет меньше, чем 2х плюс 4y минус единица. Вот посмотрите, это уничтожится. Минус единичку переносим в левую часть. Получается вот так, откуда следует, что y больше 1/2. А это верно, да. Значит, верно и то, что мы записали утверждение неравенства. Все, значит, еще 3 систем нам рисовать не нужно. Ну, а теперь давайте решать. У нас получается x равно нулю, но y будет равно чему-то. 64 разделить на y 16. Но 0 не натуральное число, вот, не принадлежит n. И поэтому это решение, эта пара нам не подходит. Я скажу сразу, что в США, во Франции 0 является натуральным числом, но у нас то нет, поэтому решаем следующую систему. Единичку перенесли, 2х равно единице. Х равно единице. Если х равно единице, что-то получается. Y равно 5. Вот мы и получили пару. Единица, 5 – это пара натуральных чисел, которая является решением. Здесь решаем. Здесь 6, деленное на 2, 3. Х равно 3. И y будет равен. 2 у 3 – 6, минус 1 – 5, переносим 4, y единица. Получается еще одна пара, 3 и 1 являются решением. Ну все, мы решили нашу задачу. Путем разложения. Ответ. Две пары 1 и 5 и 3 и 1 являются решением нашей системы. Ну что ж, давайте метод 2 я покажу еще, потому что это уравнение таково, что она позволяет кое-что такое хитрое применить, что используется в принципе при решении подобных уравнений. Итак, смотрите, у нас, в общем-то, довольно красивая такая левая часть, и можно записать х в квадрате плюс 2y умноженное на х плюс y минус 16 равно нулю. Это будет метод 2, и называться он будет рассмотрим как квадратное. Это уравнение относительно переменной x. Как квадратное. Как квадратное. Что это позволяет нам? Выразить одну переменную через другую. По известной общей формуле корней, но я воспользуюсь здесь формулой корней приведенного квадратного уравнения. Это половина второго коэффициента, взятого с противоположным знаком, плюс-минус корень из квадрата этой половины и минус свободный член. Есть такая формула для приведенного квадратного уравнения, отдельная. У нас x больше нуля, поэтому x будет иметь вид минус y плюс, мы с плюсом только возьмем, y в квадрате минус y плюс 16 под корнем. О, вот мы выразили x через y. И теперь говорим, для того, чтобы x было натуральным, почему z натуральным, хотя и в z можно рассмотреть, необходимо и достаточно, чтобы из-под корня извлекалось вот это число, чтобы это число под корнем представляло собой квадрат некоторого числа. Верно?
Нужно сделать какой-то перебор по y. Вначале мы сказали, что наибольший y 16, но можно оценить y и сделать его, ну, поменьше. Скажем так, чем меньше x, тем больше y, потому что, ну, сумма левой части – постоянное число. Я думаю, это строго не будем доказывать, а просто скажем, если x равно единице, то получается самое большое y мы получим. Единица в квадрате плюс 2 умноженное на единицу, умноженное на y, плюс y равно 16. И что мы получаем? Мы получаем, что 3y равно 15. Значит, y, ну, в данном случае, как мы сказали, максимальное, равно 5. То есть y может принимать значение 1, 2, 3, 4, 5. Давайте я это уберу. И здесь запишу, что y у нас может принимать значение. Вот, записываю. Y может быть равен единица, двойка, тройка, четверка и пятерка. Никаких других значений он не может принимать. Ну, среди них могут быть решения, могут не быть. Как-то выяснить. Ну, надо посчитать, подставить. Подставить под корень вот сюда значение y. Итак, подставляем y первое равное единице. Что получается? Тогда x получится равным минус единица плюс корень квадратный. И 1 в квадрате минус 1, 0, корень из 16. Здорово. У нас получается минус 1 плюс 4 – это 3. И это пара. Вот, напишу x1. Пара 3 и 1 нам подходит. Проверив двойку, тройку, четверку, мы приходим к выводу, что под корнем не будет точный квадрат. И только когда y равен 5, у нас получится точный квадрат. Тогда x второе будет равно минус 5 плюс корень. И мы смотрим, давайте так, 5 в квадрате минус 5 плюс 16, это будет корень из 36. Минус 5 плюс корень из 36, минус 5 плюс 6, единица. Единица. Вот мы получили еще одну пару. Х второе единица, y второе 5. Ну, как видим, эти пары совпадают с ранее найденными нашими парами. Но это, оказывается, второй метод решения. Выражение одной переменной через другую, используя, что мы рассматриваем уравнение как квадратное относительно одной из переменных. Присылайте свои замечательные решения, комментарии, буду рад их прочитать. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.